В этом видеоролике мы с вами говорим о базовых вещах в классическом массаже. На данном примере разберем классический массаж спины. Очень часто новички, особенно те, кто недавно закончил курсы, начинают сосредотачивать свое внимание на приемах разминания и стараются как можно больше усилий применять, с большей силой воздействовать на ткани человека, и движения их получаются ломкими, неравномерными, и сам массаж выглядит, да и ощущается клиентам, пациентам не очень. Поэтому мы с вами в этом ролике разберем несколько моментов, которые очень важны тогда, когда вы начинаете делать массаж. Классический массаж состоит из 4 основных приемов. Это прием поглаживания, прием растирания, разминания и вибрации. Давайте остановимся на первых 3. О вибрациях поговорим попозже или вообще в следующем ролике. Первые 3 приема: поглаживание, растирание, разминание. Поглаживание — прием очень простой и очень многими массажистами недооцененный. То есть многие думают, что там прием поглаживания делается очень просто, что там погладил и так далее. Но на самом деле приему поглаживания стоит уделить как можно больше внимания, потому что именно этот прием, с этого приема начинается массаж. Этот прием используется для связки приемов, когда мы от одного приема разминающего переходим к другому. И этим же приемом мы заканчиваем массаж. И от него как раз и зависит ваша плавность движения. Чем плавнее ваши поглаживания, чем они равномернее и больше отработанные, тем лучше и красивее, и плавнее, и по ощущениям качественнее ваш массаж. Поэтому первым делом уделите внимание приему поглаживания. Этот прием нужно отточить до автоматизма, чтобы он у вас получался с закрытыми глазами, чтобы вам было комфортно стоять, чтобы вам было комфортно его выполнять, и он не вызывал у вас никакого сосредоточения на приеме. То есть вы не должны каждому движению уделять большое количество внимания. Вот, это первый момент. Второй момент — прием растирания. Так же, как и с поглаживанием, его нужно отработать. Научиться делать этот прием также равномерно. Он, конечно, требует больших усилий, чем прием поглаживания, но так или иначе его нужно отработать, отточить и все возможные вариации этого движения выполнять качественно и правильно. И только после того, как вы первые 2 приема отработали, уже нужно переходить к приемам разминания. Я в этом видео покажу несколько движений разминающих. И вот с помощью буквально 3 приемов разминания вы можете полноценно выполнить силовой массаж. То есть, начиная с поглаживаний, перейти к приемам растирания и затем уже выполнить приемы разминания качественно и равномерно, не пытаясь сильно воздействовать, не пытаясь рвать ткани и так далее. Мы с вами сейчас переместимся поближе сюда, и я все приемы продемонстрирую, с чего вам последовательно нужно начать выполнять массаж, из чего вам нужно его оттачивать, отрабатывать и так далее. По ссылке в описании вы можете найти мой телеграм-канал, можете присоединиться к моим платным видеоурокам и быть со мной на связи, развиваться в теме массажа. Поехали! Для массажа я буду использовать кокосовое масло Аравия. Это не реклама, мне за это никто не платил, просто вот такая рекомендация чисто по-человечески. Масло хорошее, мне очень нравится. Стоит на Валбересе около 1000 рублей за 500 миллилитров. Для начала масло наносим на руки, только на руки, на рабочую поверхность наносим ее уже с рук. И делаем первый контакт и выполняем поглаживание. Первым делом мы выполняем одновременные поглаживания 2 руками, двигаемся вдоль тела. Важный момент: следите, чтобы ваш локтевой изгиб был минимальный, то есть не руками работаем, а работаем всем телом. То есть руки максимально выпрямлены в локтях и выполняем приемы поглаживания. Каждый прием повторяем 3-5 раз. И стараемся расслабить кисти и работать от тела. Следующим движением идет прием поглаживания попеременное. Здесь уже в поперечной плоскости мы работаем. Стараемся опять же кисти максимально расслабить, чтобы они были на поверхности обволакивающими такими структурами. И ближнюю поверхность тоже проглаживаем.
Идем небольшими шагами. Двигаемся плавно и равномерно. Проходим также 3-5 раз через всю спину. Можно сделать такие поглаживания в разных направлениях, от себя и к себе. Затем можем погладить продольно одной рукой. Вторую руку можно добавить, прижать сверху для отягощения и для того, чтобы вам лучше и удобнее сохранять баланс. При этом на ногах мы двигаемся очень интенсивно и динамично. То есть ноги у нас не стоят на месте, мы постоянно перемещаемся и работаем плечевым поясом. Вот с этого движения массаж начинается. И это движение вам, прежде чем переходить к следующим движениям, нужно отработать как следует. То есть максимально его потренировать, это движение. Я показываю медленно, так как и нужно его выполнять на начальном этапе. Со временем вы отработаете и будете делать его чуть быстрее. Получаться оно будет у вас гораздо лучше. Прогладили. Следующим приемом выполняем прием растирания. Этот прием более интенсивный. И выполняем мы его уже исходя по зонам. То есть какую зону мы будем прорабатывать. Например, если мы прорабатываем поясничный отдел, то мы сначала растираем поясничный отдел, потом сразу разминаем. Если мы делаем грудной отдел, то мы сначала растираем грудной отдел, а потом разминаем. Давайте пойдем по зонам. Начиная с поясничного отдела мы выполняем прием растирания. Так как здесь у нас позвоночник имеет изгиб, поясничный лордоз, удобнее выполнять прием растирания пиления. Начиная от крестца, мы двумя руками попеременно растираем крестец и идем на гребень подвздошной кости. Переходим на ближнюю сторону, также по гребню подвздошной кости. Затем выполняем продольные движения на поясничный лордоз, как раз на паравертебральные мышцы. То есть позвоночник у нас находится между руками, между рабочими поверхностями. Мы растираем мягкие ткани, растираем мышцы, разогреваем кожу, разогреваем поверхностный слой тканей для того, чтобы дальше уже интенсивно на него воздействовать. Поглаживаем опять. Как я в самом начале ролика сказал, прием поглаживания у нас выполняется всегда и везде. И после уже переходим к приемам разминания. Приемы разминания я покажу чуть позже. Давайте разберем прием растирания на примере грудного отдела. Так как грудной отдел — это самый большой отдел позвоночника, здесь будет удобнее растирать плоскостными приемами. То есть мы ладонями рабочей поверхности выполняем аналогичные движения, что мы делали на поясничном отделе, и растираем. Также переходим на ближнюю сторону. И также мы выполняем продольные движения. Эти приемы можно выполнять двумя руками, можно выполнять одной рукой. Но когда мы выполняем массаж одной рукой, обязательно вторая рука должна быть в контакте с телом человека. И вот эти, казалось бы, несложные на вид движения нужно отработать до автоматизма. Первый прием поглаживания, второй прием растирания. И только после этого переходить на приемы разминания. Дальше мы переходим к приему разминания. Здесь на поясничном отделе выполняем следующие движения. Первое — это двойное кольцевое разминание. Выполняется попеременно. Захват, поворот и отпускаем. Стараемся по тканям не скользить, а делать захват. И воздействуем не только на кожу, не щипаем кожу, а воздействуем еще и на мышцы. То есть максимально глубоко направляем все движения.
Подводящие приемы, подводящие движения к этому приему нужно научиться делать сначала одной рукой. Сначала одной захват, поворот, отпустили, захват, поворот, отпустили. Затем второй рукой то же самое, но в другую сторону. После этого нужно выполнить одновременно двумя руками в разных направлениях. И затем учимся делать попеременно. Захват, поворот и отпускаем. И отрабатываем эти движения, опять же, до автоматизма, пока они у нас не начинают получаться очень хорошо и качественно. И затем уже добавляем темп и добавляем силу. Сначала делаем с минимальной скоростью и с минимальной силой. А постепенно, по мере того, как оно у нас получается, мы выполняем его более сильно, интенсивно и быстро. Дальше. Погладили. И следующим приемом у нас на поясничном отделе будет обхватывающее разминание. Это тоже движение практически, но выполняется оно на поясничном отделе. То есть мы обхватываем позвоночник с двух сторон и попеременно разминаем. Двигаемся плавно. Также интенсивности пока минимальная. То есть одной рукой захватили, отпустили, второй. Одной, второй. По очереди. И уже потом добавляем скорость и ритм. Стараемся прийти к тому, чтобы ритм наших движений был один и тот же. То есть с какой скоростью мы выполняем разминание, с той же скоростью мы выполняем и поглаживание, и все остальные движения. Но на растираниях мы немного ускоряемся. Но на растираниях ускоряемся плавно. Следующим приемом, который мы выполняем на поясничном отделе, это прием разминания подушками 4. Здесь у нас в большой палец упор, и 4 пальца у нас выполняют вот такие кругообразные разминающие движения. Проходим 3-5 раз. Стараемся сначала делать медленно и затем постепенно подводим к тому ритму, с которым мы выполняли. Со временем у вас с опытом этот ритм дойдет до автоматизма, и вы сможете спокойно удерживать частоту движений, ту, которую вы задали в самом начале массажа. Погладили, и этот же прием выполняем на паравертебральные мышцы. Идем вдоль позвоночника. Погладили. И еще одно 4-е движение разминающее я вам продемонстрирую. Это сдвигание. Упираемся подушками пальцев в паравертебральные мышцы максимально близко к позвоночнику, но не давим на сам позвоночник, на остистые отростки. И сдвигаем ткани от позвоночника, как бы отталкивая. Мы просто выпрямляем пальцы. И движение получается вот таким. Прошли 3-5 раз, погладили. И теперь давайте я покажу всю связку в рабочем темпе, в том, в котором я ее выполняю. Выполняем поглаживание. Затем выполняем прием растирания. Тщательно разогреваем кожу перед проработкой. И после растирания выполняем связку движений, которые я показал в самом начале более подробно. Каждый прием проходим 3-5 раз. То есть вверх-вниз прошли, затем еще раз и еще раз. Погладили. Переходим на обхватывающее разминание. Обхватываем позвоночник с двух сторон. Также 3-5 раз выполняем прием.
погладили. Затем подушки 4 пальцев. Погладили. И следующий прием — сдвигание. И вот эту связку отрабатываем до автоматизма. Растирание можно не выполнять на каждом круге движений. Мы кожу уже разогрели, мышцы разогрели, верхний слой. Мы начинаем сразу поглаживаем и повторяем снова разминание. Размяли. Размяли обхватывающим разминанием. Подушки 4 пальцев. Выполняем сначала все движения по одной стороне, затем перейдем на вторую сторону и также начнем всю связку приемов. И перемещаемся на вторую сторону, обходим вокруг кушетки, не теряя контакт с телом, и выполняем вторую сторону. После того, как мы отработали поясничный отдел с одной стороны и со второй стороны, перемещаемся на грудной отдел. Здесь важный момент, чтобы руки лежали либо вдоль тела, либо вперед с кушетки были свешены, чтобы у нас не было натяжения на задней поверхности, натяжения широчайших мышц, и чтобы спина не находилась в напряжении. Начинаем мы все так же с поглаживаний. Даем телу немного привыкнуть. И затем переходим на приемы растирания. Тщательно растираем, разогреваем кожу и поверхностный слой мышц. И переходим к разминанию. Использовать будем те же самые движения, S-образные, двойное кольцевое разминание. Если зона грудного отдела очень большая, то мы этот прием делим на две части. То есть сначала мы проходим линию вдоль позвоночника, а затем проходим заднюю боковую поверхность спины. 3-5 раз повторили, погладили. Следующим приемом у нас будет прием надавливания. Основанием ладони делаем упор на паравертебральные мышцы и отпускаем. Также руки у нас прямые. Работаем при помощи веса. Идем снизу вверх и сверху вниз. Нажали, отпустили. Выполняем прием без скольжения. Нажали и отпустили. Равномерным темпом. Без рывков, без резких каких-то движений и без соскальзываний, самое главное. Наша задача — дать компрессию на мышцу и отпустить. Погладили. И следующий прием у нас точно такой же, как мы делали на поясничном отделе, который называется сдвигание подушками 4 пальцев каждой руки. Мы отталкиваем мышцы от позвоночника. Сдвигаем. Три-пять раз прошли, погладили. Следующим приемом будет
немножко видоизмененное, но то же самое движение. Кругообразные движения подушками 8 пальцев. То есть 4 одной руки, 4 другой руки. Прошли и снова идем снизу вверх кругообразными движениями. Эта зона между лопаток, зона триггерная считается. Здесь очень часто возникает напряжение, образуются триггеры, и человек чувствует дискомфорт и боль. Следующий прием. Подушка большого пальца. Точно так же кругообразные разминания. То есть 4 пальца у нас лежат на поверхности тела, а большим пальцем мы упираемся в паравертебральные мышцы. Ни в коем случае не трогаем остистые отростки позвоночника, работаем рядом с позвоночником. И эту триггерную зону мы тщательно прорабатываем. В некоторых местах человек может испытывать боль и дискомфорт. Там, где как раз такие латентные триггеры образованы. И на этих местах можно выполнить технику ишемической компрессии, например, которая выглядит как зажатие определенной точки с целью ограничения кровотока и усиления сигнала от чувствительных нейронов. И затем плавно отпускаем, и компенсаторно в эту зону притекает кровь, и человек чувствует себя лучше. То есть человек так и физиологически, эта зона восстанавливается. Итак, выполнили 4 приема разминающих и повторяем связку снова. Разминание. Надавливание. Погладили. Сдвигание. Обратите внимание, что большую часть движений повторяется поглаживание. То есть поглаживания очень много. Поглаживание связывает массаж и делает его равномерным и правильным. Поэтому я и говорил в начале ролика, что важно уделить внимание самым простым движениям. Но приемам разминания также. Их также нужно отрабатывать очень-очень много раз, чтобы они получались хорошо. Не старайтесь изучить все возможные приемы. Изучите 5-8 движений и отработайте их до автоматизма. И тогда массаж будет получаться у вас хорошо. Следующий прием. Подушки большого пальца. Когда работаем одной рукой, вторая рука обязательно в контакте с телом человека. Не в кармане где-то, не на кушетке, а именно в контакте с телом. Делаем поглаживание. И повторяем связку от 3 до 5 раз. То есть мы 3-5 раз каждый прием повторяем и 3-5 раз каждую связку повторяем. Сделали 3-5 повторов на грудном отделе с одной стороны. Перешли и выполняем аналогично все движения со второй стороны. И только потом мы выполняем приемы общего поглаживания и выполняем приемы вибрации. Ребром ладони, разомкнутые пальцы во время удара смыкаются. Ни в коем случае не стукаем в область 12-й пары ребер, чтобы не оказывать воздействие ударное на почки, потому что почки очень боятся каких-либо ударных приемов. Когда выполняем вибрации, можем также попросить человека подышать глубже грудью, для того, чтобы межреберные промежутки мышцы лучше раскрывались и наши воздействия были более эффективными. После вибрации обязательно поглаживаем и успокаиваем
кожу. В одном из следующих видео я продемонстрирую особенность выполнения приемов массажа на шейно-воротниковой зоне. Ну а вы, если вам было интересно и полезно, пишите комментарии, подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграм, все ссылочки есть в описании к этому ролику. Будем с вами на связи и пока-пока, до новых встреч в новых видеороликах.